Представители знака зодиака Лев, мои дорогие львы и львицы, здравствуйте! Таро прогноз, гороскоп, неделя с 14 по 20 августа. Давайте узнаем, что думают карты на эту неделю. Конечно, мы будем реалистами, любой прогноз лишь прогноз, но я так надеюсь, что в первую очередь мы проведем с вами приятное время. Ну и кроме этого, ваша какая-то история, то, о чем вы думаете, что, может быть, вас беспокоит, или то, что вы хотите совершить, плюс образы карт и ваша интуиция дадут подсказки, если все вместе это соединить. Давайте узнаем. И первая карта, первый вопрос. Что важно знать? Может быть, что будет наиболее актуальным на неделе для вас? Как видят карты. Итак, что важно знать? Чего не избежать или назовем это неожиданности? Чему сейчас не время? Или что нам может помешать? А что нам будет помогать? Достанем еще одну карту, назовем ее «Что от меня скрыто?». Что можем мы, где-то так не придать значения. Больше в значении не нарочно от нас что-то скрывают, а именно когда мы не обратим внимания на что-то, а это будет для нас важным. И основные сферы жизни тоже посмотрим. Дела, работа, бизнес, что по финансам, как видят карты, и какова личная жизнь. Итак, что важно знать? Справедливость. У кого-то конкретные вопросы, может быть, и в суде какие-то слушания есть, или просто есть документальный вопрос, я имею в виду, оформить что-то нужно, или сделать это грамотно. Для кого-то из вас необходимо обратиться к специалисту, будь то адвокат, будь то юрист. Или эта карта еще говорит о нашем внутреннем эмоциональном равновесии. И быть честным самим собой. Вот это будет важно. То есть, видимо, не время на этой неделе эмоциям. Нужно увидеть, что есть по факту. Может быть, какая-то ситуация сложится такова, что ее нужно сначала оценить. Причем так, вот знаете, больше логикой, рассудком холодным, а после этого просчитать, каковы будут мои действия, допустим, или что будет, если я поступлю одним образом, или к чему это приведет, если я какой-то другой метод использую. Вот здесь есть какая-то, как и честность с самим собой, так и есть какой-то рационализм. И, безусловно, чего бы ни касалось дела, мы должны не нарушать закон. Все-таки у нас аркан справедливости, он когда выпадает, я говорю, мы даже за рулем авто находясь не должны, где-то превышать скорость, не нарушать правила. Когда мы переходим улицу, значит, не где всегда, а там, где положено. И в этом случае закон-то тогда как будто на нашей стороне и нас охраняет. То есть быть предельно внимательным от начала до конца на неделе придется, быть собранному. Знаете, это своего рода концентрация внимания, когда мы не небрежно где-то, пускаем на самотек мелочи или то, что может выглядеть как что-то, несущественное. А когда мы уделяем внимание буквально всему, даже каким-то нюансам, которым бы, может быть, прежде подумали, что, это не важно. Вот здесь будет важно все. Мы старший аркан, понимаете, когда выпадают старшие арканы, это всегда свидетельство о том, какая-то будет ситуация, на которую мы не сможем влиять, но от нашего пристального внимания и где-то критического мышления мы правильно ее сумеем оценить. Давайте посмотрим, чего не избежать. У кого-то вопросы касаются вашей личной жизни, или вопросы, кстати, могут быть по поводу, например, любой ситуации у вашего супруга или ситуации в личной жизни, я имею в виду, может быть, родственники вашего супруга или супруги, такое иногда тоже проигрывается. А также по этой карте, буквально именно в этой колоде, какое-то ожидание. Может быть, нам придется что-то ожидать, или это вы как будто занимаете выжидательную позицию. Может быть, вы ждете тех самых документов, или вы ждете удобного случая, или вы хотите решить какой-то вопрос, вам пообещали посодействовать, и вы тоже вроде как ждете. Вот, тем не менее, эта карта сама, она неплохая, не хорошая, она просто говорит о том, что есть тоже своеобразная цикличность. И
чего бы ни касался у вас вопрос на этой неделе, он как будто все равно так или иначе будет увязан с вашей личной жизнью, либо с вашими родственниками. И второй момент, нам все равно придется, видимо, как будто чего-то ждать. Но не имеется в виду, что это продолжительное ожидание. Может быть, это ожидание будет в несколько часов, может быть, в один день, а может быть, это прежний период ожидания, вполне вероятно, у вас подходит к концу, потому что часто по аркану справедливость мы должны принять какое-то взвешенное решение. Может быть, обстоятельства, опять же, то, что я говорила, когда на нас будут влиять старший аркан. Когда выпадают младшие арканы, это значит все от начала до конца в нашей власти. Мы сами. Командую парадом. Когда выпадают старшие арканы, это есть какие-то обстоятельства. И значит, скорее всего, тоже своеобразный выбор может быть на этой неделе. И на справедливости, точнее на аркане справедливости, изображены весы. Вот это как раз знак эмоционального равновесия и то, что нам, может быть, придется принимать важное решение. Что нам может помешать? Король мечей практически, вы знаете, да ничего нам, наверное, не может помешать. Единственное, что по королю мечей часто проходят люди, которые занимают высокий пост. Те люди, которые издают законы, представители власти. Вот, может быть, и правда тут проиграется, если справедливость нам выпадает, мы должны действовать под закону. Вот в этом контексте будьте внимательны, мои дорогие львы и львицы. Знаете, мы не должны где-то, ну, наверное, не то чтобы пойти в разнос, а мы не должны быть остро колючими для того, чтобы, ну, к примеру, мы хотим доказать нашу правоту. Вот когда выпадает эта карта, лучше свою правоту не доказывать именно, ну, знаете, с позиции «я сказал» или «я знаю законы, вот так будет правильно». Мы не добьемся какого-то эффекта. Знаем мы законы? Хорошо. Хорошо бы знать еще те законы, которые мы можем, ну, как-то либо обойти, либо более мягкой энергетикой, вот нам говорят, мы сумеем любую ситуацию решить, понимаете? А если мы начнем настаивать, а по королю мечей все-таки это есть, ну, знаете, когда мы можем захотеть продавить ситуацию, особенно когда мы чувствуем свою правоту. И, возможно, вы правы, но действовать нужно другим методом. Значит, не время, в принципе, холодным таким, настоятельным каким-то энергиям или не время кому-то что-то доказывать. Лучше как-то сгладить острые углы. Может быть, у кого-то проиграется, когда конкретно с представителями, может быть, бюрократической машины, с высокими чиновниками вы столкнетесь, и какой-то вопрос вы не сможете решить так быстро, как бы вы хотели. И тогда все-таки у нас выпадает аркан справедливость. И если мы говорим, соблюдаем законы, все, что по закону предписано или полагается, часто бывают подзаконные акты, значит, какую-то ситуацию определенно, мои дорогие львы, следует изучить или узнать у специалиста, как можно обойти, или что можно сделать в том или ином случае. Как будто все равно предполагается, что есть варианты, понимаете, но мы на первый взгляд их можем не видеть. Потому что сколько ты ни жди, я вот так могу предположить, судя вот эти все три карты, нам говорят, что выход есть, но он, с одной стороны, потребует, может быть, от нас, ну, даже своеобразного мужества принять однозначное решение, а с другой стороны, нужно знать, как это сделать по закону правильно. Не настаивать, понимаете, а именно словно самому где-то быть в энергии короля мечей, но противодействия не создавать. Вот это будет важно. Что нам будет помогать? Выдержка, правда. Вот все то, что я говорила, выдержка будет помогать. И, знаете, выносливость будет помогать, десятка жезлов. Я могу сказать, если кого-то успокоит. Тут может быть такая ситуация достаточно, когда я из последних сил уже что-то решаю. Или какая-то обстановка меня уже измотала буквально. Она меня словно обесточила. Может быть, есть сфера вопросов, которые вы многократно пытались решить, но постоянно, как словно на стену я на какую-то натыкаюсь, да, или не могу разрешить какую-то проблему. И здесь ведь все-таки это у нас десятка. И в позиции, что нам помогает. Помимо
помимо выдержки, помимо терпения, помимо того, что карта тоже говорит, как бы не было сложно, у нас хватит силы физических, эмоциональных решить этот вопрос, но еще и десятка – это своего рода итог, когда что-то заканчивается, поэтому вполне еще нам одна карта говорит, ну какое-то нетривиальное решение или какой-то выход вполне есть. Наша задача узнать, что же это за выход, и сделать так, чтобы что-то решилось в нашу пользу. Что скрыто? Мне интересно, давайте посмотрим. Интересная ситуация. Ваша победа, мои дорогие. Вот правда. Значит, предполагается, что и выжидать мы не можем до бесконечности, и где-то настаивать на своем, так вот знаете, ну где-то грубо, давить своим авторитетом, мои дорогие, мы тоже не можем. Более где-то так лояльно мы и решим вопросы, причем по закону мы со всеми договоримся, установим даже сложными людьми контакты, в итоге мы получим эту победу. Может быть, не так просто, как нам бы хотелось, но определенно мы останемся собой довольны. А еще нам эта карта говорит, то есть на первых порах мы не можем не видеть то, что этот вопрос нами будет решен. Понимаете, вот что скрыто. И нам придется это удерживать. Мы не можем расслабиться. Вот об этом карта тоже говорит, дополняя где-то десятку жезлов. Ну что ж, не всегда нам победа дается каким-то наикратчайшим путем. Иногда приходится приложить много усилий, а еще и собрать информацию, а еще и какую-то консультацию, может быть, получить. Или привлечь к решению своего вопроса каких-то дополнительных людей, чтобы нам как будто помогли. Дела, работа, бизнес. Давайте мы с вами посмотрим. Ну, быть на своей волне, никому не говорить о своих далеко идущих планах. Знаете, реально, если мы будем в энергиях отшельника, ведь это мудрец. И нам еще раз говорят, что вот какая-то есть у вас, может быть, проблема, вопрос, который, скорее всего, вы пытались уже решить. И вот на этой неделе может состояться кульминация, как раз вы найдете этот выход. Потому что фактически, вот я люблю за эту карту старшего аркана, нам никто не мешает. Самое главное, нам самим себе не помешать. Ну и что? Что в других каких-то энергиях нам придется быть. Но самая главная цена вопроса, что мы его решим. И нужно быть предусмотрительным. Посмотрите, вот этот фонарь, который несет отшельник, это не что иное, как прообраз интуиции. И по преданию фонарь включается ровно тогда, когда это необходимо. Вот ваша интуиция вам, видимо, будет подсказывать, мои дорогие львы, словно стоп, лев, сбавь обороты. Вот сейчас, если начнешь что-то продолжать, лучше не будет. Значит, вот слушайте в первую очередь эту интуицию. У кого-то может быть и такая подсказка. А вообще отшельник – это философ. Это тот как раз, который умеет решать сложные вопросы, распутывать какие-то тайны, принимает Соломоново решение. И вот вам, может быть, мои дорогие львы и львицы, на этой неделе придется такое решение, судя по всем картам, и принимать, причем однозначное. Вы как будто должны предвидеть на пару шагов вперед, да? Фонарь подсвечивает нам змею, которая свернулась, и так незаметно на пути у отшельника как будто ожидает. Вот мы должны предугадать все варианты, мы должны все просчитать. Никаких эмоций от начала до конца. Вам об этом говорят две карты. Старший аркан «Справедливость» и старший аркан «Отшельник». Финансы. Не беспокойтесь за финансы. Тут у вас победа как раз. Вы можете не видеть как своей победы, вы не можете не видеть каких-то перспектив, но, наверное, не стоит, знаете, так глобально оценивать обстановку или думать, что будет потом, а что будет еще там потом. Где-то есть у вас один пункт, который вы должны решить, или то, что сейчас для вас наиболее актуально, значит, стоит этим заниматься, как будто не следует распылять энергию. Ведь восьмерка мечей нам о чем говорит? Не мешайте себе какими-то страхами, или часто это воспоминания, или какое-то наше дело, которое прежде не получилось, когда мы потерпели фиаско. И здесь тоже могут быть задержки, сложности, ожидания, согласования. И где-то это нас может так, немножко выбивать из колеи, разрушать внутренне. От нашей стойкости, выдержки, нам сказали, будет зависеть вот это наша победа. А так устроен человек, когда у нас с первого захода что-то не получается, мы начинаем анализировать прошлое.
А пусть бы мы в это прошлое нырнули в тот период, когда, наоборот, у нас что-то удалось. Нет, человек так устроен, что мы вспоминаем наши поражения. И поэтому это дважды нас затягивает в какой-то бездонный колодец, где мы можем надолго застрять. И поэтому, видимо, по финансам, с учетом карты Победа, не будет каких-то глобальных перемен именно на этой неделе. Это не такой большой срок. Это не будет ни хорошо и ни плохо. Единственное, нам сейчас говорят, не строй каких-то догадок, не мешай себе вообще какую-то... Видимо, один вопрос вы решите, и следом потянутся все остальные составляющие, которые для вас вообще качественно иной какой-то уровень и возможности откроют. А помешать могут наши неправильные мысли. В личной жизни, ну вот вам и деньги. Тут у вас, знаете, на кону может стоять, правда, что-то очень важное, которое на первый взгляд может, знаете, вызывать желание как-то оставить на потом, авось само решиться не получится. Тут сколько ни выжидай, правда, действия придется предпринимать, иначе мы можем потерять время. Здесь буквально клад, который мы должны взять, найти, увидеть, опять же, вот эту победу, так и какие-то новые варианты для нас в будущем. Карта сама по себе, десятка пентаклей, говорит не только о деньгах, она говорит еще о нашем семейном счастье, о нашем благополучии в принципе, понимаете, когда все сферы жизни у нас сбалансированы. И пусть в этой колоде показаны конкретные деньги и клад, но вообще значение, оно многогранно. И вот для вас сейчас такой благоприятный период. И значит, даже если есть какие-то нюансы, вы все равно их сможете решить, хотя для этого потребуются, может быть, нестандартные действия, как раз из области иррационального. И сейчас очень период сам по себе астрологический к этому способствует. Но самое главное, десятка пентаклей, так и наша победа. Перекладывайте на себя, мои дорогие львы и львицы, и будьте счастливы и любимы всегда.